Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь, и сегодня в Рождество у меня вот такой подарок от соседки. Или, по-другому сказать, наколедовала. Пошла в гости, и мне там подарили вот такое вот сокровище для рукодельницы. Смотрите, какой кусочек меха. Нутрия. Почему-то я раньше этот мех прям вот терпеть не могла. А сейчас смотрю, да чего ж хороший мех. Гладенький, красивый. Так, а это... Слушайте, ну это, по-моему, лен. Ну, мне так кажется, на лен похоже. Вообще прям похоже на лен. И сочетается с мехом, с нутрией прям по цвету. Надо обязательно что-нибудь придумать, какую-нибудь поделку. Так и просятся прям руки позаниматься с этими штучками. Так, это вот какая-то тканюшка трикотажная в полосочку. Тоже приятненькая, кстати. Все, я так понимаю, с советских времен еще. Ой, слушайте, а это, по-моему, от моего пальто. Когда-то я им отдавала, мне кажется, это от моего пальто. Было у меня пальто такого цвета с капюшончиком. Ну, похоже. О, кружевце. Интересно, можно отбелить чем-то вот пожелтевшие уже от времени вот эти вот ткани, кружева? Ну, потому что кружево, вот прям, смотрите, какое хорошее. Его так много. Целый моток. Интересно. Классно. Так, пригодится. Так, тут что еще? О, это колготки. Это колготки. Кстати, тоже пойдет, наверное, для каких-то кукол. Ну, правда, кукол из капрона я еще не делала ни разу, но, может быть, пора научиться. Короче, пригодится. Ой, а это, смотрите, самодельные чешки для Нового года. Наверное, для снежинки делали. Для маленькой снежинки. Ой, так приятно в руках подержать что-то из того времени, из детства. Классно. Ну, моей внучке они малы. Так, у меня тут кот прыгает. Сейчас я его к себе сюда положу, чтобы он там мне камеру не свалил. Так, а это что? Что это такое? А, это рукав. Рукав один. Второй, видимо, потерялся. Так, это воротнички. Смотрите. Воротничок, да. По-моему, он даже ни разу не пришивался. Выглядит как новый. А вот это вот, ну вот это точно новое, потому что, видите, даже пришито вместе с манжетами. Я думаю, это вот как в магазине было пришито, и ни разу это не использовали для школьной формы. Я такие помню. Пришивали раньше, стирали, потом снова пришивали. И так лень было, помню, вот прям лень было это делать. Так, это поясок какой красивый. Видите, как сделано. Но это магазинный. Это не пришиты пайетки. Это как-то они там приклеены как будто бы. Это, в общем, не самодельный вроде бы. Так, ну это просто тканюшки. Это уже ткань такая была в начале. Так, это джинсовый какой-то ремешок с украшением. Ну, тоже пригодится, кстати, может быть, для какой-то сумки джинсовой. Пойдет. Ярко-малиновая ткань. Трикотаж. Вязаный трикотаж. Ой, красиво. Для пэтчворка подойдет. Так. О, контролер. Смотрите, контролер. Да, ну это точно. Привет из СССР. Так, что тут еще? О, шитье. О, да как много. Посмотрите, какой моток. О, я так люблю, когда такие мне закрома достаются. Ух ты.
Ну, тоже, конечно, пожелтевшее все. Не знаю. Ну, кто знает, посоветуйте, как это бережно отбелить можно. Хочется, чтобы беленькое было. Вот еще. Интересно, а тут другой рисунок или такой же? Ну-ка, сейчас посмотрю. Да нет, такой же, одинаково. Одинаково, тоже большой моток. Интересно, сколько там метров. О, вот еще тоже цветное. С синим рисунком, узором. Красота. Ой, я так люблю. У меня прям душа радуется. Вот это мне подарочек. Ну что, для рукодельницы-то может быть лучше. Конечно, ничего лучше быть не может. Так, а эта ткань вот какая-то классная. Это что за шелк? Не пойму. Вот натуральный, не натуральный. Ну, раньше же много было крепдышина. Ну, что-то я затрудняюсь ответить. Так, ну это какой-то как тонкий кремплинчик. Так, что тут еще? Тоже какие-то кайму, что ли, отрезали от какой-то ткани. Ну, скорее всего. Ну, для пэтчворка подойдет. Может быть, какие-то можно будет тоже узоры сделать и сшить прихваточки. Ну, красиво будет. Можно будет применить. Пойдет. Так. Это просто тканюшечка. Так. О, а вот это, наверное, вот от той каймы. Там вот чуть-чуть было. Вот, видите, точно, от каймы. Так, вышивка. Кстати, на эту вышивку у меня есть идея. Ой, какая красивая птичка. Птичка сидит на корзинке с цветами. А корзину, кстати, не дорасшивали. Очень жаль. Птичка вообще чудная. И цветы. Ну, корзину. Ну, что ж корзину-то не дорасшили? Ну, я не могу. Я не умею. Как же мне выйти из положения-то? У меня идея была на эту вышивку. Так, это кусочек меха. Вот еще кусочек. Так, ну это искусственный. Так, а это что? О, еще. Что, получается, у меня 3 мотка? 3 мотка, классно. Я так люблю. Так, что тут у меня еще? Так, это от внутри. Вот какое тоненькое кружевце. Ой, тут еще и бусинки висят. Но это я все, конечно, себе отрежу. Бусинки пригодятся. Так, еще ткань. Ой, ну вот это, по-моему, крепдышин. Вот на ощупь. Ну, по-моему, это крепдышин. Вот это вот не знаю. Затрудняюсь сказать, потому что здесь ткань как-то более такая блестит. А это вот зеленая, ну, 100% крепдышин, мне кажется. У меня было раньше у мамы платье, и после мамы я его еще носила. Потом у меня была кофточка крепдышиновая, и я как-то вот крепдышин запомнила, как он выглядит, на ощупь, как он. Вот это зеленая точно крепдышин. Так, это что? О, это тоже воротник. Такой воротник широкий. Ну, отсюда тоже можно будет на что-нибудь эту тканюшечку взять. Пригодится. Я такие люблю ткани. Так, а это что? Не поняла. Слушайте, ну это как-то как будто как галстук. Но я, честно сказать, никаких таких галстуков не видела раньше. Ну, похоже, но у меня других нет вариантов. Мне кажется, что это галстук. Да? Ну, вот кто, если знает, напишите, пожалуйста. Но у меня других вариантов нет. Что это может быть, как не галстук?
Так, это тоже у меня воротничок, да? Так, а это что такое? Ну, это, по-моему, просто кусочек ткани. Гипюра. Что-то, видимо, сшить хотели. Так, это мех. Это блестящий кусочек. Гипюрчик красненький. Ой, а вот какая тоже веревочка красивая, шнурочек. Прям блестит, как с люрексом красным. Вот, кстати, вот на этом кусочке меха, смотрите, как хорошо видно. Красивая. Сейчас все денег стоит, поэтому я даже вот этой веревочке рада. Халява. Так, парча. Парча вообще красота бесподобная. Так, поздно досталось, Новый год прошел. То, конечно, можно было какую-нибудь снегурку сделать. Так, это трикотаж вязаный. Так, не поняла. Уже 4-й моток? Ух ты, 4 мотка шитья. Да это ж вообще шикарное богатство. Обязательно надо что-то думать, как отбелить, чтобы сшить что-то. Ой, а вот этот кусочек тоже. Тут уже что-то отрезали. Ну, не страшно. Смотрите, какой красивый. Сразу 3 сочетания расцветок. И я думаю, что для народной куклы очень пригодится. Так. Ой, какой тоже красивый кусочек. Как мех коротенький. Велюр. Толстенький такой, красиво. Очень красиво. Пригодится обязательно. Для каких-нибудь куклешек точно. Так. Это пальто. Это тоже что-то какое-то, как каракуль, что ли. Это черное кружевце. Да все мотками. Ой, я люблю, когда так много. Я люблю, когда так много. Классно. Так, это что такое? Корона. Ой, сразу мне вспоминается наш детский сад. Все было простенько, но так мило, потому что все наряды нам шили мамы наши. Я помню, что снежинку у меня всегда мама делала. Накрахмаливали из марли, пришивали всякие снежинки, вырезанные из фольги. Но все равно это от всего от этого веяло таким теплом, маминой любовью. Так, это фарточек детский. Но фарточек детский портить не будем. Я его постираю, поглажу и подарю внучке. Или здесь у меня положу. Будет у меня тут, когда помогать, будет одевать фарточек. Так. Пояса. Кушачок. Красивая форма, кстати. Пригодится. Тоже куда-нибудь на пэтчворк пойдет. Так, вот еще пояс. Ой, слушайте, простая вроде бы пряжка, да, вот просто кругляшок, но она перламутровая, как ракушка. Красивая. Так, это тоже поясочек, тоже, ну, куда-нибудь пойдет. Его надо распороть, отгладить, ну, постирать сначала. И на пэтчворк на какой-нибудь пригодится. Так, ну это вообще какая-то хорошая тканюшечка. Так. Ой, еще кружево. Ну, это какое-то тоненькое, красивое. Ой, это кружево, как вот раньше на комбинациях было. Блестященькое такое. Так. Такое уже у меня было. Так, ну это не столь интересно. Это уже современные. От современной какой-то игрушки. Так, это что такое? Кто-то тут что-то вышивать пробовал. Пытался. Ой, какой котик прикольный.
Смотрите, вроде бы все так просто, да, по-детски, а какой классный котик. Ой, мне нравится. Так, это было. Это джинса кусочек. Пригодится. Так, это что? Еще один галстук, что ли? Слушайте, ну это точно галстуки. Но я такой первый раз вижу. Но похоже это только на галстук. Больше у меня нет версий. Надо же. Даже не знала, что такое есть. Вернее, было. Классно. Так. Еще поясок. Что-то какая-то ткань, как будто какой-то синтетический бархат. Но это пояс, видно, что он самодельный. Видимо, шили платье. Но все равно, видите, как умудрялись. Фигурные пояса были, не просто. Сейчас так никто, мне кажется, не заморачивается. О, перчаточка. Перчаточка. Да, раньше такое на свадьбах было. Мне кажется, у всех были перчатки на свадьбу в то время. Так. Ой, тоже кружево. И опять целый моток. Ой, ну я не могу. Ну что за счастье такое сегодня? Все мотками. Кружева прям мотками. Классно. Так, просто тряпочка. Что тут? Ой, я что-то думала, это лоскутки, а это такой бантик милый. Ой, смотрите. Смотрите, какой милый бантик. Ой, я его обязательно куда-нибудь приделаю. Вообще чудо. Простой и очень-очень милый. Красота. Так, ну все. Вот такие вот у меня на сегодня подарки в Рождество. Наколедовала, сходила к соседям. Очень-очень рада. Большое им спасибо. Вот теперь нужно что-то творить и вытворять. Надо же это все применять. А то, чтобы не лежало тут у меня. И так хомячих запасов. Не знаешь уже в какой квартире, какой угол отделить. Так что будем думать, что сделать. Но пока я, наверное, вот этой вышивкой займусь. Еще я, правда, не придумала, как эту корзинку там доделать. Но вышивать я не умею так гладью. Ну и это же долго. А я хочу быстренько. Но что-то сейчас сяду, буду думать. Вот. А как придумаю, сниму видео и вам обязательно покажу. А на сегодня у меня для вас все. Вот такие были похвастушки. Со всеми прощаюсь. Всем всего хорошего. С наступающими праздниками. Вернее, с наступившими. Вот. Всем пока-пока. До новых встреч.